Я все такая, «Ра!» и все. Пробуждается энергия сексуальности, а это тоже творческая энергия. Тут растет, там растет, там растет. Они такие... А он раз и закрылся, он не может. Тебе нужно отбунтовать родительское мышление. Конечно, а потом приходит полиция и говорят, что вы обижаете своего ребенка. Да, А я как раз просто дверь открывала, и я такая, ой, какой красивый полицейский. И чтобы ничего не мешало, как хорошим танцорам. Продолжаем в рамках творческого рехаба разговаривать о творчестве. Всем привет! Как говорится, снова здравствуйте. Мы на канале «Сила вдохновения». Алена Веда, Асана Будяк, тренеры творческих состояний. Сегодняшняя тема: почему важно поддерживать и находить вот эти позитивные, хорошие состояния и творить из них, и почему они важны, почему на них фокусируемся и пытаемся донести до себя, прежде всего, и до вас важность поддерживать нужное состояние для того, чтобы менять свою жизнь к лучшему или создавать ту жизнь, которую хочется. Что для тебя состояние? Как ты их настраиваешь? Как я настраиваю состояние? Ну, поскольку в моей философии жизни и творчества, и деятельности это единство души, разума и тела, то для меня прежде всего состояние — это когда я могу соединить состояние тела, да, то есть чтобы оно было наполненное, чтобы оно было в ресурсе. Состояние разума — это спокойствие, состояние души — это вот то самое вдохновение, когда есть импульс изнутри души. И вот когда три составляющие, как минимум три, а если мы говорим там про энергетическое поле, то это намного больше. Но если мы даже говорим про три этих уровня, то если они соединяются в один процесс, вот это самое идеальное состояние, в котором возможно создать все, что угодно. И вот самое базовое — это наше тело. Да, вот насколько нашему телу комфортно в тех процессах, в которых оно участвует. И я начала исследовать, насколько на уровне тела мы соединяемся со своим духовным состоянием, со своим разумом. И вот если наше тело первое дает импульс, например, про усталость, то это уже ориентировка на состояние, что какой-то процесс мы делаем некорректно для себя. И вот для меня состояние — это когда на 3 уровнях я в балансе. То есть на уровне тела я в балансе, на уровне разума я в балансе, на уровне души я в балансе. И если я где-то чувствую какие-то, там, не знаю, перекосы, дисбаланс, я начинаю смотреть, какая из моих составляющих начинает сейчас мне давать сигнал, что что-то идет не так. И вот благодаря этому возможно создавать то самое гармоничное состояние, творческое состояние, да, о котором мы говорим, когда в балансе все три эти части, да, все три составляющие. Вот для меня это состояние является гармоничным, сбалансированным, и независимо от того, что происходит во внешнем мире, вот прежде всего мои три состояния, они должны быть в балансе. И если я где-то реагирую на внешний мир, если я где-то реагирую на какие-то дополнительные процессы, то вот именно сначала мое состояние, оно дает мне сигналы о том, что где-то здесь либо идет воздействие извне, и мне нужно посмотреть на свое состояние, почему я так реагирую на нечто внешнее, либо, если, например, какой-то процесс я делаю, и я чувствую, что либо на уровне головы у меня начинаются, да, какие-то движения, либо импульса духовного нет, а я просто это делаю, или на уровне тела, когда тело начинает давать сигнал, что вот оно устает. Простым языком ты слышишь свое тело, свои мысли, и третье... Ну, по сути, чувство. Это духовное, да, это чувство, это наше, как я это чувствую, как импульс. Вот я сажусь, что-то делаю, создаю там какие-то процессы, или работаю, или там занимаюсь спортом, или творчеством, и я чувствую, у меня изнутри идет сейчас импульс на это или нет. Или я это делаю просто потому, что там, не знаю, по графику у меня стоит именно эта задача. И я начала исследовать через этот момент, через график. Вот, например, я сажусь какой-то там разбирать либо обучение, либо еще что-то, и я себя спрашиваю, что я сейчас чувствую. И у меня, например, такое: мне скучно. Я такая: ох, так, хорошо, если мне скучно, то что мне будет сейчас интересно делать? И мне, например, интересно сейчас почитать что-то, или там, не знаю, размяться, или пойти поплавать, или там, не знаю, поехать куда-нибудь. И вот это состояние правды, что да, мне нужно заняться обучением, мне нужно там свою структуру сделать, но сейчас у меня нету импульса на это.
То получается, если я себя заставляю, то я трачу намного больше ресурсов. Значит, в дальнейшем мое состояние ухудшится где-то в другом процессе. И это достаточно непростой процесс. Вот когда я начала перестраивать, постепенно даже перестраивать на эти моменты, я понимаю, что здесь через правду в отношении себя, что лучше я сейчас оставлю свой процесс, которым я занимаюсь, я сделаю то, на что у меня есть импульс, а значит, мое состояние позже будет намного ресурснее, потому что я услышала в себе, что сейчас мне это не интересно. И это такие микродетали, которые нас из нашего же состояния направляют в любой процесс в жизни. Да, но вначале мы начинаем с процессов, если мы говорим о состоянии, как отсканировать, как проанализировать свое состояние, то мы берем, вот, например, целый день, и в течение дня наблюдаю, так, я там хочу это делать, неинтересно. Хорошо, следующая задача, я хочу это делать, неинтересно. А вот это я хочу, а вот это интересно. И я лучше выберу то, что интересно, и оставлю вот эти задачи, когда мое ресурсное состояние будет открыто для них. И это достаточно интересно, даже я бы сказала, как практика, потому что многие люди вот, да, там, привыкают работать в системе «надо». Вот надо это, надо это, надо это, надо это, а вот это надо, оно приводит к полному опустошению, к состоянию, которое не о балансе, которое не о гармонии, не о спокойствии, а начинается какая-то каша в голове, тело начинает уставать, а импульсов души даже и не слышно, потому что вот эти базовые уровни, они уже вышли из-под контроля, по сути. Если тело болеет, мы можем это отследить как-то, реакцию тела. Мысли мы умеем отслеживать. Я вот, когда мы выбрали эту тему, я подумала, что нас же нигде не учат чувствовать, да, то есть это вот то упущение, то есть, ну, опять же, понятно, психосоматика, мысли, там все уже из любого утюга об этом говорят, но вот как научиться чувствовать? Хочется, не хочется, нравится, не нравится. А как вот еще, как еще учиться чувствовать? Вот что можно сделать для того, чтобы развивать вот эти все чувствительные каналы, именно как чувствовать себя, да, вот именно чувствительность по отношению к себе и к миру. Потому что, ну, понятно, что там на физическом уровне я могу чувствовать боль, я могу чувствовать там горе, радость, но вот чувствовать свое желание, ну, это все как-то так эфемерно. Ты знаешь, вот эту тему, она очень часто сейчас возникает, и, допустим, и у моих клиентов, как научиться чувствовать, как научиться понимать свои чувства. И здесь очень интересный момент в том, что за наши чувства еще в детстве отвечает процесс взаимодействия именно с родителями. Когда мы вырастаем, эту эмпатию уже нам нужно развивать, потому что если в детстве, например, ребенку не помогли родители понимать чувства, потому что это задача родителей, дать ребенку понимание, что он чувствует, злится, там, не знаю, обижается, раздражен, заинтересован, да, вот эти все различные абсолютно многогранные чувства, это дают родители. Таким образом, у ребенка, если он растет в корректной семье, где зрелые родители, ребенок развивает с детства эту эмпатию, и ему проще в мире взаимодействовать с собой и, соответственно, с другими людьми. А вот когда происходит момент в том, что родители не помогают ребенку, а еще и там, знаешь, что там не кричи, не плачь, там, не злись, подавляется, да. Корректных семей-то у нас раз-два я обчелся, я не знаю, ты видела, встречала в жизни корректные семьи? Я все же надеюсь, что мы постепенно идем к более осознанному построению взаимоотношений, как минимум родителей и детей, соответственно, осознанному отношению с миром. Но если говорить о том, что, например, у ребенка была подавлена эмпатия с детства, то когда человек вырастает, это уже становится его фактически основной задачей, потому что без чувств нам очень сложно, во-первых, коммуницировать с собой, со своим телом, со своими процессами, с теми же желаниями. Потому что, да, может быть какое-то желание, но вот нету в нем импульса, а просто желание навязано кем-то, и человек берет его себе просто, ну, хотя бы есть желание. Знаешь, вот очень часто, ну, хотя бы у меня есть желание, а ресурс, вот нет вот этого состояния, знаешь, душевного. И когда человек начинает развивать эмпатию, если, допустим, были подавлены чувства, человек начинает развивать эмпатию. В этом процессе очень важно, чтобы первое время проживались абсолютно все чувства в моменте. Например, человек злится. Очень частая ситуация, когда человек злится, и он так раз замолчал, да, вот все, в себе забрал, и в себе там начинается мясорубка.
Да, начинается мясорубка. Вот я, допустим, рекомендую, когда работаю с людьми, у которых действительно очень сильно подавлена чувствительность, я в моменте, вот я вижу, что, допустим, человек, сейчас у него поднимается злость, и я сразу говорю, вперед выгружать, вот сейчас в этом моменте. И что у человека срабатывает первое? Внутренние вот эти убеждения родительские: не злись, не проявляй, не показывай. А я говорю, вперед, вот прямо сейчас, вопреки вот этим внутренним сопротивлениям, вы идете, выгружаете злость. Не знаю, там, топаете ногами, прыгаете, кричите, бьете подушку, выгружаете. И интересно, что после вот этого процесса, как только человек почувствовал, о, мне можно, я проявил злость, следующим этапом идет то, что открывается клапан, и постепенно все эмоции и чувства, которые были подавлены, они начинают выходить наружу. Какая-то грусть, либо какой-то там сильный интерес, какая-то радость. И я сразу клиентам говорю, как только у вас появляются, неважно, грусть, сильная радость, сильный интерес, проявите это наружу. Вот в том моменте, когда вы находитесь в этом состоянии, ни в коем случае не отвлекайтесь на что-то другое, не уходите в мысли. Пусть мысли будут, пусть там что-то в голове звучит, а проживите это через тело, потому что наша чувственность, она напрямую связана с телом. И если мы не прожили через тело, оно осталось внутри и создает такие закупорки внутри, в психике, по сути, тоже. И человек не растет в этом. А наша чувственность, наша эмпатичность, она нам и дает процесс развития нашего сознания, творчества в том числе. Потому что чувствительность и творчество — это, в принципе, очень взаимосвязанные вещи. Потому что, да, вот многие там поэты, художники, они же создают свои произведения, исходя из своей чувственности. Даже неважно, позитивное — это позитивный полюс или негативный. В любом случае они создают свои шедевры, потому что вот эта чувственность, она и создает нечто, какое-то произведение, какое-то полотно и так далее. И для того, чтобы хотя бы начать постепенно свою чувственность увеличивать, нужно в каждом моменте, неважно, там, с кем-то мы общаемся, злость поднялась, просто даже себе сказать, вот отойти, да, там на какое-то, сказать, 5 минут, отойти куда-то в какое-то уединенное место и сказать, я сейчас чувствую злость. То есть дать себе определение и, возможно, даже в этом уединенном месте, там, не знаю, похлопать себя, либо выдать это как-то через тело. И это уже запустит процесс более живой энергии изнутри. Это самый простой, это самый базовый уровень. А если мы говорим про творчество, то, безусловно, любую эмоцию, любое чувство, его можно нарисовать, там, написать стих об этом, спеть, еще что-то. То есть любой вид творческой деятельности помогает чувству ожить. Но, безусловно, я все равно возвращаюсь к тому, что очень важно чувственность через тело проводить и это проживать. Потому что тело должно видеть, что оно живое, что оно имеет право в своем эмоциональном фоне, в своей чувственности проявиться в мир. Тогда совершенно другое качество чувствования у человека проявляется. Ну и, соответственно, когда развивается эмпатичность, то нам намного проще понимать и считывать, какие эмоции и чувства сейчас у других людей, и, соответственно, на это реагировать. Да, не так, что там какой-то человек злится, у него что-то происходит какая-то ситуация с другим человеком, и непонятно, как на это реагировать. А человек, который хорошо знает свои чувства, он отследит, а что я сейчас чувствую? Вот тот злится, а я что чувствую? Потому что часто история, когда у детей подавлена чувствительность и эмоциональность, во взрослом возрасте такие люди, например, какой-то там человек злится, вот этот человек, у которого подавлена чувственность, он возьмет эту злость на себя. Или там чувство вины, или какое-то еще. То есть он не среагирует своими чувствами реальными. Что, например, тот злится, а мне спокойно. Это не мое, да, вот это отдавать. Поэтому я это вижу так, что первоначально начать с того, что там каждый день задавать себе вопрос в любом процессе, что я сейчас чувствую. И вот сесть и прям сонастроиться с телом и почувствовать, какое чувство реально сейчас есть. Даже если это грусть, да, прожить эту грусть, признать, что она есть. Она себя проживет, и следующий уровень поднимется другое чувство. Да, то есть не отталкивать, не отвергать, а именно прожить в моменте то, что есть. То есть правильно я понимаю, что, в принципе,
важно развивать эмоциональный интеллект. Чем больше будет спектр твоих чувств, которые ты можешь испытывать, тем легче тебе будет видеть это в других людях, потому что мы, в принципе, реагируем только на то, что есть в нас. И чем шире у нас будет спектр этих, то есть ассортимент эмоций, тем легче будет их высчитывать и просчитывать и реагировать на других людей, соответственно, быть более эмпатичным. Да, ну и плюс это и есть состояние зрелости, потому что почему многие родители не могут справляться с чувствами, эмоциями своих детей? Потому что у самих нет зрелого эмоционального состояния, то есть не развит эмоциональный интеллект. А это что, да? Вот. У меня подростку будет вот на днях, ну, через пару недель, уже 15 лет, на секундочку. И я, ну, конечно, в огромном шоке, откуда такая взрослая девочка вылезла. И меня же там с 9 там, или с 10 лет пугали. Вот у нас всегда были классные отношения, и все. Вот подожди, вот сейчас будет жесть. Такая как бы 11 лет, такая жду. Нет, ну ладно, вот сейчас будет жесть. 12 жести нет. Такие, ну ладно, она как бы там по-другому развивается, вот в 13, и каждый раз мне вот это вот говорят, жесть будет, когда-то подростковый возраст, я же помню себя, конечно, я ждала этой жести какой-то, понимаешь, отрицания всего на свете. И что, вот, я не знаю, я нигде это не прочитала, вот в какой-то момент до меня дошло, что, ну, это не подростки плохие, да, ну, вернее, как бы не подростки проблемные, да, это в какой-то момент, ну, я просто по себе сужу, да, то есть в какой-то момент у взрослого лопается терпение, он устает на работе, и он не может нормально по-взрослому реагировать на какие-то эмоции ребенка. У меня там тоже сейчас как бы иногда происходит, все отлично, там в Стэнфорд съездили, но потом что-то там она утром сказала, я все такая, и все, и я как-то отреагировала просто по-детски, думаю, господи, ну, я просто там, что-то у меня с утра не задалось, понимаешь, и я сразу на нее, а она здесь при чем? И я вот понимаю, что подростки-то они не проблемные, просто у родителей не хватает терпения и сил, ну, больше сейчас сил на то, чтобы реагировать, опять же, по-взрослому. Потому что дети, им же сложно взрослеть, им сложно, у них столько всего нового, у них, получается, гормональный фон изменяется, настроение меняется, они не понимают, что тут растет, там растет, они такие... А плюс еще подростковый возраст, это же, смотри, там пробуждается энергия сексуальности, а это тоже творческая энергия. Энергия агрессии там же пробуждается, и это тоже энергия творчества. И получается в этот момент, вот то, что я там наблюдаю, да, там я работаю тоже с детьми некоторыми, которые не могут родителям проявить в моменте злость. Вот там мама что-то там сказала, она как-то там задела, а он раз и закрылся, он не может. Я говорю, твоя задача, вот сейчас твой период сознания, он требует бунтарства. Тебе нужно отбунтовать родительское мышление, чтобы твоя жизненная энергия творческая, она вышла наружу. А если ты будешь скручиваться, вот в таком состоянии ты дорастешь до там, каких-то лет, а потом спросишь, а почему у меня там, то, что мы говорили, психосоматика, почему мое тело так реагирует, или там, почему я не чувствую других людей, или вообще ничего не чувствую. И вот да, вот подростковый возраст, он как раз самый переходной, когда тело начинает меняться, гормональный фон, эмоциональный фон, у людей начинает просыпаться куча энергии внутри. И тут, конечно, главная задача родителя, знаешь, как я говорю, не мешайте, просто не мешайте, дайте, пусть проживет. Ну да, есть. Конечно, а потом приходит полиция и говорят, что вы обижаете своего ребенка. Ребенок решил не держать это в себе, просто позвонил. У меня просто была реальная ситуация, у знакомых девочка пожаловалась школьному психологу, что там ее родители обижают. Ну, а родители обижают, они там заставляли в комнате убрать, да. А американские дети, они же такие как бы очень нежные. Вот, она пожаловалась к психологу, психолог позвонил в полицию и сказал, что надо проверить, и они пришли и проверили. А я как раз просто дверь открывала, и я такая, ой, какой красивый полицейский, за мной. Он такой, нет, он детей обижает.
Поэтому да, состояния очень важны, и да, эмоциональный интеллект развивать важно, потому что действительно нас в школе учили там, математике, физике, тело развивать, да, как бы думать, а вот чувствовать нам как бы запрещали, да, ну, особенно в советских школах, ну, вот их, может, меньше застала, как бы я чуть-чуть больше, поэтому... Но все равно, я, ты знаешь, я вот вспоминаю обучение в школе, и насколько и мальчиков ограничивали в проявлении активности какой-то, да, где-то, вот как я говорю, такой лидерской позиции мальчиков ограничивали о том, что сиди тихо, будь как все, вот особенно вот эти фразы, будь как все, ты в классе не один, то есть, да, не давали даже ощущения уникальности. А что такое не дать ощущение уникальности? Это и есть вот это социальное шаблонное мышление, когда люди потом подстраиваются, попадают в системы, и творчество на этом заканчивается, потому что в каждом из нас, как мы уже говорили, есть внутренний творец, который творит уникально, а если ребенку еще там в детстве говорят о том, что будь как все, зачем ты И выделяешься? сравнивают его с другими, вот эти Или оценки сравнивают. Да, показательные, да, 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 да. Да, двоечники, да, и я думаю, что образование, ну, то, что мы понимаем, что образование, которое там в школах, оно более системное, оно более шаблонное, но вот круто, конечно, было бы, если бы в школе вводили такую систему, я не знаю, может, мы идем к этому процессу, было бы очень классно, если мы пришли к этому процессу, когда начнут исследовать детей, их сознание и доставать эту уникальность, и создавать, знаешь, как направление, вот в чем ребенок силен. Потому что я считаю, что если есть сильные проявления, то этому человеку, этому ребенку уже внутренне, вот у него есть своя миссия. И вот было бы здорово, если бы в школах, в университетах вот в это направление больше смотрели, а не так, что у всех одинаковая программа, у всех идут одинаково, и только по оценкам вас определяют, хорош ты или нет. А это вообще, мне кажется, это настолько ограничивающая система, это настолько... Не хочу, конечно, это, когда поговорить про образование в целом, потому что это то, что Ну длится да, уже просто... потому что в Америке совершенно другая система образования, и тут как раз развивают эту уникальность. Есть несколько обязательных предметов, остальные ребенок выбирает сам. Там есть определенное количество человек. Я была в шоке, потому что тут нет класса, да, как класса, тут есть поток, допустим, 5-6 класс, их там 1000 человек. И они могут с некоторыми даже вообще не пересекаться, только там на уроке там, арт-искусства там, или еще какого-то, там, еще какого-то. У него есть как бы классы, в которых пересекается с одними и теми же людьми, и все. Или, например, физкультура. У них есть люди, которые развиваются в спорте профессионально. У них тогда дополнительные занятия и после школы и так далее. А на как бы общеобразовательный, да, получается, они там 2 недели играют в одну игру, то есть они исследуют все игры, то есть не как у нас там пионербол, и волейбол, и футбол, да, 3 игры мы играем 10 лет, вот, и соревнуемся между собой, а они исследуют очень, Интересно. да, у них там есть урок домоводства, я, конечно, в шоке была, это не как у нас, это огромная территория, и там и стиральные машинки, и печи, и они и пекут, и там столько всего делают, поэтому ну, в этом плане мне, конечно, здесь очень нравится. Тут как раз развивают в ребенке творчество, творческий подход, проекты, бесконечно там что-то делают, какие-то презентации. Вот ребенок готовит, ну ладно, не буду спойлерить тему. Очень интересная тема, то есть они выбирают сами темы, они как бы их развивают. Ну, то есть мне очень нравится здесь система образования. Ее очень многие ругают, ну, опять же, те, кто привыкли вот к дисциплине советской школы и нашей системе образования. И там есть плюсы, и там есть минусы, но в целом мне это, как творческому человеку, мне такая система нравится больше, потому что есть выбор. То есть есть выбор предметов, и ребенок может попробовать, если ему там не подошло это направление, он может там через семестр поменять, да. Ну вот, ты знаешь, я на Бали тут тоже, я послушала ребят, которые обучаются их дети, и здесь интересно, что они после каждого урока, после каждого предмета, они делают в конце либо постановки театральные, то есть вот они что-то изучили, они сразу себе берут какие-то роли, при том, что детям дают право выбора, они берут роли, и чтобы подкрепить материал, они делают постановку или там какой-то там, не знаю, кто-то что-то пишет, какие-то речи пишут, и они выступают, либо что-то рисуют, либо еще что-то делают именно творческое. И я когда узнала об этом, я думаю, вау, так это круто. После каждого предмета им дают возможность через творчество сформировать новую нейронную связь.
Это же вообще, это очень классно. И при том, что вот как ты говоришь, да, есть разные направления, здесь они направлены на том, чтобы дети больше делали руками, развивать вот эти способности Тактильно, да. тактильные, ощущения. Они там вообще на Бали здесь творчество просто, не знаю, на каждом углу. Кто-то из дерева что-то делает, кто-то из камня, кто-то из стекла, и кто-то плетет что-то. Я думаю, вау, это вообще это творческое пространство просто. И вот дети, они имеют возможность в школе с каждым из этих направлений творческих познакомиться. Что-то из дерева, что-то из камня, что-то из стекла. И я вообще, я когда слушаю здесь, вот как дети рассказывают, они, во-первых, мне что еще нравится, они учат их взаимодействовать, коммуницировать в школе, что все мы, да, вот как люди Земли, у нас нету, они же там тоже и балийские дети, и дети европейские, там разных стран, и они все собираются в школе, и их обучают, что вы все дети Земли, неважно, какой язык, неважно, какая национальность, неважно, какая культура, вы все дети Земли, и вы здесь для того, чтобы создавать что-то из себя, создавать, вот, творить руками, там, какими-то процессами творческими. И я когда это услышала, я думаю, если такие уже есть образовательные системы, да, почему это не развивать на мировом порядке, почему не выводить вот это состояние, что мы все дети Земли, и мы из себя что-то создаем в этот мир полезное, да, там, интересное, уникальное, креативное и так далее. И мне прям очень, вот как состояние, само состояние, да, что ребенок Земли, человек Земли, и что действительно я могу создавать что-то уникальное. Но прежде всего, если возвращаться к состоянию, это уже в этом моменте, уже в сегодняшнем дне анализировать свое состояние, что там происходит в теле, что происходит в голове и что происходит в импульсах души. Вот, поэтому, да, это интересно. Не, ну здорово, здорово. Дорогие зрители, делитесь с нами в комментариях, как ваши дети учатся чувствовать, и как вы учитесь чувствовать, потому что это очень интересно. Многие из нас выросли бесчувственными, вот, поэтому, наверное, и происходит, что происходит. Но будем смотреть на себя. Я выросла в семье, где надо было сдерживать эмоции, да, где нельзя было проявлять никакие, ни положительные, ни отрицательные. Все должно быть ровно, индифферентно. Вот. И поэтому мне сейчас нравится вот эта тема, как развивать в себе эмоции, управлять эмоциями, чувствовать момент, чувствовать людей, чувствовать себя. Если есть какие-то пожелания или еще вот там пару упражнений или там одно какое-то упражнение, которым ты можешь поделиться с нашими зрителями, скажи, как им развивать чувства в себе? Я, наверное, поделюсь тем, что я делаю сейчас каждое утро. Это на уровне тела. Я просыпаюсь, и я сразу что делаю? Растираю ладони, растираю стопы. То есть я активирую свое тело. Далее это контрастный душ. Я активирую тело. А это первая чувственность. У нас тело, оно базовое, оно первое считывает ощущения внешние, внутренние. Дальше похлопывание. И немножко там разминаюсь, какую-то зарядку делаю, либо просто могу потанцевать. Когда мы активируем тело, у нас дальше активируется энергетический уровень эмоций и чувств. И я сажусь, дальше я выгружаю голову, я выписываю, там можно листы бумаги брать, можно, у меня вот свой дневник, я сижу и выписываю все, что у меня там в голове происходило, какие сны снились, чтобы выгрузить голову. И дальше, когда я сажусь, могу в медитацию сесть, могу просто сесть, и сканируя тело от стоп до макушки, я себе спрашиваю, какое чувство сейчас у меня ярче всего проявлено. И наше тело, когда оно уже активировано через физические процессы, оно быстрее дает реакцию. Тем более мы выгрузили голову, да, мысли нам уже, они могут быть, но они не будут давить, они не будут мешать. И дальше я достаю это чувство, да, вот я слышу, например, первый ответ, что я чувствую сейчас в теле. Там, например, я чувствую радость. Окей, я себе задаю вопрос, как я сейчас могу прожить радость? Вот в этом моменте, что я могу сделать? И я выбираю любой процесс, как я могу сейчас прожить радость. Да, вот я это делаю. Обязательно, когда появляется чувство изнутри, тем более вот эти первые часы, если они есть у людей, это прекрасно, когда можно уделить внимание себе, задавая вопрос, что сейчас в моем теле, какое самое ярко проявленное чувство. И первый ответ, он обычно быстро приходит. Главное не фильтровать это умом, да, не выдумывать еще что-то. Тело очень быстро выдает. И вот первый ответ, даже если это грусть. Да, как я могу сейчас там прожить грусть?
да, там, включить себе какую-то грустную песню, погрустить вместе с исполнителем под его тексты, все, это чувство выйдет. Вот самое главное, что я понимаю, это активация тела, выгрузка головы, посидеть, настроиться на тело, достать чувство и тут же его прожить. Вот как только наше сознание будет видеть, что и тело включилось, и разум включился, и душа включилась, и чувственный уровень, это намного быстрее усилит у людей жизненные процессы внутри, а значит начнет оживать вот та энергия, которая либо была подавлена, либо в нее не смотрели, она была, да, вот у человека какая-то тяжесть есть, он туда не смотрит. А когда мы начинаем туда смотреть, все, вот оно открывается одно за другим. Поэтому вот таким процессом могу поделиться. Это из таких, который действительно по ощущениям работает с самого утра, и потом в течение дня уже как жизненные силы есть что-то делать другое, какими-то процессами заниматься. И чувства, они нас направляют. Вот первое чувство достали, вот этот верхний слой после сна особенно, у нас поднимается в психике верхний слой. Еще не успели испортить настроение себе, да, не включайте новости. Ты просыпаешься с утра, ты разбудила свое тело, ты мысли лишние убрала, и тогда ты можешь спокойно услышать свое чувство. Правильно понимаю? Да, как только ты дала телу время, внимание, все, тело почувствовало, что оно живет. Дальше ты выгружаешь голову, ты освобождаешь то, что там было в голове. Пространство для чувств. Да, и вот оно по верхний слой, мысли ушли, да, вот все чисто, поднимается верхний слой, что я чувствую, какое чувство там в моем внутреннем доме сейчас на поверхности и хочет выйти. Все, вот самое главное, это его через тело провести, не просто сказать себе, вот я там чувствую радость, замечательно, ну а как его прожить? Проживи его вот прямо сейчас, когда тебе твое тело и сознание проговорило радость. Проживи ее, как тебе нравится, как тебе хочется вот прямо здесь и сейчас. И когда процесс этот будет повторяться, а мы понимаем, что ритуалы, они дают свои результаты, и когда, допустим, такой процесс будет повторяться каждый день, соответственно, чувственный уровень, он становится более стабильный, более понятный, и при этом, когда мы осознаем свои чувства, нам уже не нужно что-то в себе вызывать дополнительно, да, там, привлекать какие-то ситуации извне, чтобы это произошло. Мы становимся в этом более зрелыми. То есть мы становимся для себя вот теми родителями, которые помогают проживать чувства. И наше сознание, оно все, я в безопасности. И дальше идет расширение уже пространства внутри за счет того, что вот это состояние безопасности для себя, оно дает возможность расширяться в пространстве и получать там новые какие-то состояния, творчески развиваться и так далее. Поэтому вот это базово, то, что, как я это вижу, как инструмент, который я для себя собираю и который помогает и мне в том числе взаимодействовать со своими чувствами, со своими эмоциями. Для тех, кто думает, что он не знает достаточное количество эмоций, я могу поделиться своим лайфхаком. Когда я изучала себя и какие чувства я могу испытывать, потому что у меня тоже с этим была проблема, ну, кроме гнева, еще пару эмоций. Вот, я просто заходила в Google, открывала список, какие бывают эмоции, выписывала на листочек те, которые я знаю, те, которые я хотела бы испытывать. И таким образом знакомилась с эмоциями, которые я могу испытывать. И оказалось их так много, помимо тех базовых, которые я знаю. Поэтому оттенки этих эмоций можете даже назначать себе с вечера, да, что завтра с утра я хочу испытать это. Вот. Кстати, если мы говорим про творческий постановочный процесс, вот мне так идет брать этот список и вот находиться, например, наедине с собой, если это интересно еще кому-то там, партнеру, еще кому-то, было бы еще прикольнее, и брать этот список, и, например, выбирать, или пусть партнер говорит, вот покажи мне там эмоцию радости. Раз человек проживает эмоцию радости, окей, покажи мне эмоцию грусти. И вот через вот эти состояния в том числе можно понять, насколько есть соприкосновение с тем или иным чувством или эмоцией. Или даже самому взять список, там, он же огромный, там спектр действительно огромный. И, например, первое, там, не знаю, состояние радости. Раз, проживи вот как актер, как ты его чувствуешь, вот сейчас. Потом следующее, там, состояние безвыходности. Вот просто проживи его сейчас, как ты его чувствуешь.
И когда тело будет видеть, что мы даже играем в это, тело будет на уровне сознания понимать, что мне дают возможность это прожить. А потом оно будет чувствовать, что есть пространство, да, вот как мы говорим, творческое пространство, в котором безопасно что-то проживать. И дальше, соответственно, когда по этому списочку человек пройдется, некоторые эмоции попроживает, потом тело такое, а вот сейчас я хочу вот это прожить. И потом нас не остановить. Захочется проживать все больше и больше эмоций, особенно когда вы почувствуете в себе по этому списочку, да, каждая из них, Да. и тогда будет выбор, что включать. Запоминайте в теле, как вы чувствуете ту или иную эмоцию, и тогда можете, знаешь, там, создавать себе там эмоции неделька и все что угодно. Да. Вы можете себе задавать и настроение, и управлять этим. И не только гневом, как нас учили. Так оно и есть. Поэтому хорошего настроения, творческого состояния. Следите за нашими анонсами. Будем стараться встречаться хотя бы раз в неделю. Очень много интересного хочется обсудить, поэтому присоединяйтесь, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели тоже с нами поговорить. Я, как всегда, Уже хочу больше, чем 3. Да. Хочу поблагодарить наших зрителей, наших слушателей за то, что вникают в темы, которые мы транслируем, потому что это те темы, которые живые сейчас, и темы, которые оживляют людей изнутри. Мне кажется, вот это самое важное, это сначала оживить жизнь внутри человека. Поэтому я всем желаю баланса в состоянии души, разума и тела и действовать в этой жизни из единства, сначала себя, и нести это единство, это состояние целостности, состояние любви и творчества в этот мир. Да, чтобы этот мир расцветал и становился еще более цветущим, оживающим и, хочется сказать, да, живым. Потому что вот это состояние живости, оно более похоже на то, с чем мы пришли в этот мир в детстве, да, когда мы познавали мир, легко проявлялись, и нам ничего не мешало. Вот хочется, чтобы мы возвращались к этому живому, настоящему состоянию и были настоящими людьми на этой земле. И чтобы ничего не мешало, как хорошим танцорам. Да. Ну, приходите, заходите к нам на огонек, в наш творческий рехаб. Как раз мы будем продолжать оживлять состояние хорошее. Да, приходите. Пока.